Урок 1. Соблазн онлайн-покупок. Привет, Анна. Ты когда-нибудь задумывалась о том, чтобы на какое-то время отказаться от покупок в интернете? Это интересная идея. Это может быть очень заманчиво, особенно с учетом всех распродаж и рекламных акций. Точно. Так легко нажать и купить, даже не задумываясь об этом. Я знаю, что ты имеешь в виду. Иногда я получаю вещи, которые мне даже не нужны. То же самое. Меня часто отвлекает реклама или рекомендации. Верно. Плюс удобство, перед которым трудно устоять. Вы можете делать покупки в любое время и в любом месте. Истинной, но иногда это приводит к импульсивным покупкам, которые могут нанести ущерб нашему бюджету. Абсолютно. В последнее время я стараюсь более внимательно относиться к своим покупкам. Это отличный код. Рассматривали ли вы возможность установить лимит покупок? Да, я начал вести список того, что мне действительно нужно, прежде чем делать покупки. Это умно. Это помогает сосредоточиться на главном и избежать ненужных вещей. Точно. Я также считаю, что покупки в обычных магазинах могут приносить больше удовлетворения. Я согласен. Приятно увидеть продукцию вживую и подумать о ней перед покупкой. Кроме того, это дает вам возможность исследовать и открывать для себя новые вещи, которые вы, возможно, не найдете в интернете. Определенно. И вы можете поддержать местный бизнес, что всегда хорошо. Точно. Я думаю, нам стоит в ближайшее время спланировать совместный день покупок. Никаких отвлекающих факторов онлайн. Это звучит как забавная идея. Давайте устроим день, чтобы исследовать и наслаждаться покупками по старинке. Урок 2. Деньги на поездку имеют значение. Привет, Анна. Я думал о том, как распоряжаться деньгами во время путешествий. Это умная идея. Да, в большинстве мест принимают кредитные карты, но в некоторых может взиматься комиссия за международные транзакции. Точно. Эти сборы могут быстро накапливаться. Нашли ли вы способы их избежать? Обычно я ищу кредитные карты, на которых нет комиссии за международные транзакции. Это экономит мне много денег. Это отличный совет. Мне обязательно стоит подумать о приобретении одной из этих карт. Определенно. Кроме того, перед поездкой рекомендуется сообщить об этом в свой банк, чтобы они не заморозили вашу карту. Да, нет ничего хуже, чем остаться без доступа к своим средствам. С вами когда-нибудь такое случалось? К счастью, нет. Но я слышал истории путешественников, которые столкнулись с этой проблемой. Это такой стресс. Я могу себе представить. Вы обычно носите с собой наличные. Да, это полезно для мест, где карты не принимают, например, местных рынков или небольших закусочных. Это умная стратегия. Я часто забываю снять наличные перед отъездом. Это легко не заметить. Я рекомендую приобрести местную валюту по прибытии. Хорошая идея. Таким образом, я готов к любой ситуации. Какой ваш любимый способ сэкономить во время путешествия? Я люблю заранее планировать свои расходы и отслеживать их.
Это помогает мне придерживаться моего бюджета. Звучит эффектно. Мне тоже следует начать это делать, особенно в отношении еды и занятий. Да, это имеет большое значение для того, насколько вы получите удовольствие от поездки. Давайте поделимся советами по составлению бюджета перед нашим следующим приключением. Абсолютно. Мне бы хотелось обменяться идеями и сделать наше путешествие еще лучше. Урок 3. Командный дух. Привет, Анна. Я подумал о том, как важно отмечать достижения всей команды. Абсолютно. Признание и оценка вклада каждого действительно может поднять моральный дух. Это имеет огромное значение. Когда члены команды чувствуют, что их ценят, они более мотивированы на хорошую работу. Да, празднование может быть таким же простым, как выступление на собрании или собрание небольшой команды. Точно. Мне нравится идея создать доску «Особенные моменты команды», чтобы продемонстрировать успехи каждого. Это фантастическая идея. Это напомнит всем о том, чего мы достигли вместе. Кроме того, это поощряет сотрудничество и командную работу. Когда люди видят, что их усилия признаны, они чувствуют себя более связанными. Истинный. Это создает позитивную атмосферу, в которой каждый хочет внести свой вклад. Вы когда-нибудь участвовали в мероприятиях по сплочению команды, которые действительно подняли моральный дух? Да, однажды у нас был командный ретрит, посвященный решению проблем. Это было и весело, и познавательно. Это звучит великолепно. Упражнения по формированию команды могут помочь разрушить барьеры и улучшить общение. Абсолютно. Удивительно, насколько комфортнее людям становится друг с другом. Я думаю, что регулярные встречи и сеансы обратной связи также могут повысить командный дух. Определенно. Это держит всех на одной волне и позволяет открытое общение. Давайте подумаем, как поднять боевой дух нашей команды. Я хотел бы услышать ваши мысли. Урок 4. Туристические ловушки. Привет, Анна. Я читала о жалобах путешественников в прошлом. Ой, что за жалобы? В свое время было много жалоб на мошенничество и мошенничество. Это интересно. Похоже, сегодня звучат аналогичные жалобы на туристические ловушки и высокие цены. Точно, туристы часто платят гораздо больше, чем местные жители за те же впечатления. Это расстраивает. Я думаю, что некоторые места пользуются недостатком знаний туристов. Абсолютно. Вы когда-нибудь сталкивались с туристической ловушкой во время путешествия? Да, у меня есть. Однажды я посетил популярный рынок, где все было завышено. Это было разочаровывающе. Это прискорбно. Всегда лучше найти оригинальные и недорогие варианты. Я согласен. Предварительное исследование действительно может помочь избежать таких ситуаций. Определенно. Кроме того, обращение к местным жителям за рекомендациями– отличный способ обнаружить скрытые сокровища. Да, местные жители часто знают лучшие места,
которых нет в туристических путеводителях. Какова ваша стратегия поиска хороших мест? Обычно я проверяю онлайн-обзоры и туристические блоги. Они часто дают честные выводы. Это разумный подход. Мне также нравится использовать платформы социальных сетей, чтобы видеть опыт в реальном времени. Точно. Удивительно, как технологии могут улучшить наше впечатление от путешествий. Конечно. Давайте договоримся всегда делиться друг с другом нашими советами для путешественников. Абсолютно. Таким образом, мы сможем помочь друг другу избежать туристических ловушек в будущем. Урок 5. Новые открытия. Привет, Анна. Я решила попробовать хлопья новой марки, похожие на мои обычные. Это интересно. Что заставило вас выбрать этот бренд? Мое внимание привлекла упаковка, а ингредиенты показались полезными. Надеюсь, оно окажется таким же вкусным. Обожаю пробовать новинки. Иногда вы находите скрытые сокровища, которых не ожидали. Точно! Вы когда-нибудь открывали для себя бренд, который вам в конечном итоге полюбился? Да, однажды я попробовал йогурт новой марки, и он имел нежнейшую текстуру и восхитительный вкус. Звучит вкусно. Я всегда ищу хорошие варианты йогурта. Какой вкус вы пробовали? Я попробовала манго. Это было так освежающе. Я думаю, что у них тоже есть вкус маракуйи. Ням! Мне придется допоискать. Замечательно, когда бренды предлагают уникальные вкусы, которые выделяются. Конечно, это делает завтрак более интересным. Есть ли у вас любимый вкус хлопьев? Я люблю все, что связано с миндалем и медом. Он дает приятный хруст и сладость. Это звучит восхитительно. Я обычно предпочитаю фруктовые хлопья. Они делают мое утро ярче. Я это вижу. Фрукты придают освежающий оттенок. Вы когда-нибудь смешивали крупы? Изредка, смешивая разные крупы, можно создать забавную текстуру и вкус. Я должен попробовать это. Это может быть отличный способ поэкспериментировать с тем, что мне нравится. Определенно. Давайте в следующий раз обменяемся идеями о наших любимых сочетаниях завтраков. Мне бы это понравилось. Будет весело открывать для себя новые вкусы вместе. Урок 6. Сказки о Диком Западе. Привет, Анна. Я читал о ковбоях на Диком Западе и их сумасшедших выходках после дня зарплаты. А, это звучит заманчиво. Что ты узнал? Судя по всему, ковбои, которым только что заплатили, сходили с ума, празднуя свои заработки в салунах. Я могу себе представить. Должно быть, это была довольно оживленная сцена с музыкой и танцами. Точно. Но это часто приводило к неприятностям. Именно здесь на помощь пришли такие законники, как шериф Уайлд Билл Хикок. Он был настоящим персонажем. Я слышал, что он помог укротить такие города, как Абелин. Да, он внес в хаос порядок,
но с шумными ковбоями ему приходилось сталкиваться регулярно. Невероятно, как один человек мог изменить ситуацию в беззаконной среде. Абсолютно. Его репутация стрелка заставляла людей дважды подумать, прежде чем создавать проблемы. Действительно ли у него были знаменитые перестрелки? Я слышал много историй о нем. Он сделал. Одна из его самых известных перестрелок произошла в Дедвуде, что добавило ему легендарного статуса. Это потрясающе. На Диком Западе так много захватывающих историй. Как вы думаете, что привлекает людей в ту эпоху? Я думаю, это сочетание приключений, риска и борьбы за выживание. Это захватывает. Я согласен. Плюс, идея ковбоев и преступников добавляет в историю элемент романтики. Определенно. Давайте узнаем больше историй того времени. Есть так много всего, чему можно научиться и насладиться. Урок 7. Любимые завтраки. Доброе утро, Анна. Какой твой любимый завтрак? Обожаю блины с кленовым сиропом. Они такие вкусные и успокаивающие. Это звучит потрясающе. Добавляете ли вы что-нибудь особенное в свои блины? Иногда я добавляю чернику или шоколадную стружку для дополнительного удовольствия. А вы? Я большой поклонник тостов с авокадо. Это здорово и сытно. Это отличный выбор. В последнее время я видел так много вариантов тостов с авокадо. Да, некоторые добавляют в него яйца пашот или редис. Все дело в творчестве. Определенно. Я люблю экспериментировать с разными начинками. Вы когда-нибудь пробовали приготовить блины с нуля? У меня есть. Это действительно весело, и на вкус они намного вкуснее, чем купленные в магазине. Я согласен. Кроме того, вы можете контролировать ингредиенты. Какой рецепт вы используете? Обычно я использую простой рецепт с мукой, яйцами, молоком и небольшим количеством разрыхлителя. Это звучит достаточно просто. Мне тоже стоит попробовать сделать их с нуля. Вам следует. Это отличный способ начать день. Что вы пьете за завтраком? Обычно я пью чашку кофе или свежевыжатый апельсиновый сок. А ты? Я люблю хорошую чашку травяного чая. Это успокаивает и освежает. Это прекрасно. Возможно, мы скоро позавтракаем и поделимся нашими фаворитами. Это звучит как фантастическая идея. Давайте спланируем это. Урок 8. Поездка на Кейп-Код. Привет, Анна. На этих выходных мы собираемся поехать в Кейп-Код. Это звучит потрясающе. Я слышал, что виды на океан там захватывают дух. Они действительно есть. Я так рада увидеть береговую линию и насладиться пляжами. Есть ли у вас какие-то конкретные места, которые вы хотите посетить? Я определенно хочу посетить маяк в Ноузетлайт. Это живописно. Это отличный выбор. Я видел фотографии, и это выглядит потрясающе,
особенно на рассвете. Я согласен. Плюс, я бы хотел попробовать свежие морепродукты, пока мы там. Да, Кейп-Кот славится своим супом из моллюсков и рулетами с лобстерами. Вы пробовали их раньше? У меня есть, и они вкусные. Мне не терпится отведать местную кухню. Это звучит как идеальный отдых. Планируете ли вы какие-либо мероприятия помимо пляжа? Я бы хотел покататься на кайках или покататься на велосипеде по живописным тропам. Это было бы очень весело. Изучение природы — лучшая часть такого путешествия. Точно. Плюс, я хочу сделать много фотографий, чтобы запечатлеть воспоминания. Определенно. Вам захочется запечатлеть все прекрасные моменты. Давайте когда-нибудь спланируем совместное путешествие. Я хотел бы поделиться с вами своим опытом. Урок 9. Планы после похода. Привет, Анна. После прогулки мы можем пообедать в новом кафе в центре города. Это звучит неплохо. Я слышал, что у них потрясающие бутерброды и свежие салаты. Да, я очень рад попробовать их тосты с авокадо. На фотографиях выглядит очень вкусно. Я тоже видела эти фотографии. Они действительно знают, как подать свою еду. Точно. Плюс мне нравится, как они используют местные ингредиенты. Всегда приятно поддерживать местный бизнес. Абсолютно. Это делает обед более аутентичным. Знаешь, во сколько мы закончим поход? Я думаю, нам следует стремиться закончить около полудня. Таким образом, мы сможем избежать спешки за обедом. Хорошая идея. Ненавижу ждать в длинных очередях. Это портит аппетит. Конечно. Какие еще блюда ты думаешь попробовать в кафе? Меня соблазняют их чаши для смузи. После похода они выглядят освежающе и идеально. Это отличный выбор. Чаша для смузи кажется идеальным способом подзарядиться. Да, я думаю, мы прекрасно проведем время. Вы возьмете с собой в поход какие-нибудь закуски. Я планирую взять с собой немного спортивного питания и энергетических батончиков. Они супер удобны. Идеальный. Я возьму с собой фрукты и воду. Поддержание гидратации является ключевым моментом. Определенно. Давайте убедимся, что у нас есть все готово для нашего приключения. Урок 10. Улучшение сотрудничества. Привет, Анна. Я думал о том, как мы могли бы улучшить наше сотрудничество в проекте. Это звучит великолепно. Что у тебя на уме? Это позволило бы нам более эффективно распределять задачи и устанавливать сроки, если бы мы использовали инструмент управления проектами. Мне нравится эта идея. Какой инструмент вы рассматриваете? Я слышу хорошие отзывы от Trello. Он имеет удобный интерфейс и помогает визуализировать задачи. Трелла — надежный выбор. Мне нравится, как можно легко перемещать задачи между разными этапами. Точно! Он сохраняет все организованным и дает понять,
кто за что отвечает. Кроме того, мы можем добавлять комментарии и обновления, что позволяет поддерживать непрерывность общения. Верно. Таким образом, мы не упустим важные детали, и все останутся на одной волне. Я также ценю, что он доступен на мобильных устройствах. Мы можем обновить его на ходу. Определенно, гибкость является ключевым моментом, особенно когда у нас плотный график. Использовали ли вы раньше подобные инструменты? Я использовал RSN и нашел ее полезной, но думаю, что Trello может лучше удовлетворить наши потребности. Это имеет смысл. У каждого инструмента есть свои сильные стороны. Как вы думаете, нам стоит устроить демоверсию? Отличная идея. Мы можем вместе изучить его возможности и посмотреть, насколько они подходят для нашего рабочего процесса. Я очень рад попробовать это. Это действительно могло бы повысить нашу производительность. Абсолютно. Я надеюсь на более эффективное сотрудничество с Ваней. Урок 11. Планы путешествий. Привет, Анна. Я думала о поездке в следующем месяце. Это звучит захватывающе. Куда вы планируете поехать? Я подумываю о поездке в горы, чтобы погулять и подышать свежим воздухом. Это идеальный отдых. Горы такие освежающие. Вы имеете в виду конкретное место. Да, я думаю о скалистых горах. Я слышал, что пейзаж захватывает дух. Это действительно так. Кроме того, здесь так много маршрутов, которые можно исследовать. Планируете ли вы разбить лагерь или остановиться в домике? Я склоняюсь к кемпингу. Это кажется более авантюрным и близким к природе. Кемпинг — отличный выбор. Вы уже были в походе? У меня было, но прошло много времени. Мне нужно обновить упаковочный лист. Всегда полезно перепроверить. Как вы думаете, какие предметы первой необходимости вы возьмете с собой? Определенно хорошая палатка, спальный мешок и много еды. Ох, и аптечка. Умное мышление. Важно быть готовым. Чем вы хотите заняться, пока вы там? Я хочу отправиться в поход. Возможно. Порыбачить и обязательно сделать много фотографий. Звучит как идеальное сочетание отдыха и приключений. Я не могу дождаться. В горах есть что-то волшебное. Я согласен. У природы есть способ подзарядить наш дух. Давай спланируем поездку вместе когда-нибудь. Это было бы потрясающе. Я хотел бы поделиться этим опытом с Ваней. Урок 12. Покупка костюмов. Привет, Анна. Вчера я посетила магазин мужской одежды, и это было очень интересно. Да неужели? Что ты там нашел? У них был раздел с костюмами, сшитыми на заказ, а также были уже сшитые костюмы, которые покупатель мог купить вместо этого, если захотел. Это удобно. Иногда примерка готового костюма позволяет сэкономить массу времени. Точно. Я заметил, что они были самых разных стилей и цветов, и это было впечатляюще.
Вы пробовали что-нибудь? Я сделал. Я примерила темно-синий костюм, и он подошел идеально. Это заставило меня почувствовать себя очень профессиональным. Это потрясающе. Хорошо сидящий костюм действительно может повысить вашу уверенность в себе. Конечно, думаю приобрести к предстоящему мероприятию. Это звучит как отличная идея. Есть ли у вас на примете какие-нибудь аксессуары к нему? Я думала о классической белой классической рубашке и красивом галстуке. Возможно, что-то с тонким узором. Это выглядело бы остро. Галстук с рисунком добавит приятных ноток, но при этом не будет слишком кричащим. Точно! Еще я увидела несколько стильных туфель, которые идеально дополнят костюм. Обувь может существенно изменить общий образ. Была ли у вас возможность примерить что-нибудь? Да, я примерила пару кожаных туфель, и они оказались очень удобными. Комфорт — это ключ к успеху, особенно если вы будете носить его долгое время. Абсолютно. Я очень рад скоро завершить работу над своим нарядом. Урок 13. Приключения разума. Эй, Анна, я думал о том, как иногда мое воображение начинает играть со мной злые шутки. Действительно, это звучит интригующе. Что ты представлял? Я представлял себе, что у меня на заднем дворе обитают всевозможные фантастические существа. Ух ты! Как что? Мне бы хотелось услышать о твоих воображаемых друзьях. Ну, там горцевали единороги и парили в небе драконы. Это было так реально. Это потрясающе. Я думаю, что воображение — это чудесный выход. Это позволяет нам исследовать без ограничений. Точно. Я часто мечтаю во время скучных встреч. Это как мини-приключение. Я тоже так делаю. Иногда я создаю в голове истории о людях вокруг меня. Это весело. Вы когда-нибудь записывали эти истории? Я пробовал, но обычно забываю детали. Мне пора носить с собой блокнот. Это отличная идея. Письмо может помочь запечатлеть мимолетные моменты творчества. Да, кроме того, это хороший способ развить навыки письма. Что больше всего вдохновляет ваше воображение? Я думаю, что чтение фэнтезийных книг действительно питает мое воображение. Они переносят меня в разные миры. Я согласен. Книги могут открыть столько возможностей. У вас есть любимая книга? Да, я люблю «Хоббита». Он полон приключений и ярких персонажей. Это классика. Мне нравится, как здесь сочетаются воображение с темами храбрости и дружбы. Абсолютно. Давайте договоримся делиться друг с другом нашими творческими историями. Урок 14. Адаптация к изменениям. Привет, Анна. Это немного нарушило мои первоначальные планы, но мне удалось извлечь из этого максимум пользы. Да неужели? Что случилось?
Я планировал поехать на выходные, но накануне у меня сломалась машина. Это звучит неприятно. Как ты с этим справился? Я решил остаться дома и вместо этого осмотреть местные достопримечательности. Это оказалось веселым приключением. Это отличное отношение. Иногда неожиданные изменения могут привести к новому опыту. Точно! Я посетил близлежащий ботанический сад, который никогда раньше не видел. Это было красиво. Это звучит прекрасно. Я люблю ботанические сады. Они такие мирные и полные жизни. Да, я часами бродил по разным разделам и фотографировал. Какая часть сада вам понравилась больше всего? Тропическая секция была потрясающей. Цвета и ароматы были такими яркими. Я могу себе представить. Узнали ли вы что-нибудь новое, пока были там? Я сделал. Я узнал о некоторых редких растениях, о которых никогда раньше не слышал. Это увлекательно. Всегда приятно расширять свои знания, даже во время смены планов. Абсолютно. Думаю, с этого момента я постараюсь исследовать больше местных мест. Это фантастическая идея. Вокруг нас так много интересного. Конечно. Давайте как-нибудь вместе спланируем день местных исследований. Урок 15. Здоровье и восстановление. Привет, Анна. Моим родителям придется позаботиться о том, чтобы я много пил после операции. А нет, надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо. Какую операцию вам сделали? Мне удалили миндалины. Я не могу есть твердую пищу, иначе она повредит горло. Это звучит неудобно. Какие продукты тогда можно есть? Мягкие продукты, такие как йогурт, картофельное пюре и смузи, сейчас мне идеально подходят. Звучит вкусно. Смузи. Отличный способ получить питательные вещества без дискомфорта. Точно! Я также с нетерпением жду возможности попробовать мороженое, когда мне разрешат. Это будет при удовольствии. Мороженое всегда хороший выбор. Просто убедитесь, что не слишком холодно. Хороший вопрос. Мне придется быть осторожным. Порекомендуете ли вы еще какую-нибудь мягкую пищу? Как насчет овсянки? Он теплый и уютный. К тому же для вкуса можно добавить фрукты. Это отличная идея. Я люблю овсянку. Это наполнит меня, не раздражая горло. Точно. И вы можете изменить его, добавив разные начинки. Вы подумали о своем увлажнении? Да, мои родители следят за тем, чтобы я пью много воды и травяных чаев. Это важно. Поддержание гидратации поможет вашему выздоровлению. Абсолютно. Я ценю их поддержку. Это значительно упрощает процесс. Вы вернетесь к своей обычной еде в кратчайшие сроки. Просто сосредоточьтесь на исцелении. Спасибо, Анна. Сейчас я определенно успокоюсь и буду наслаждаться мягкой пищей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь,
Ставьте лайки и делитесь нашими видео и каналами.